новые эпизоды Битвы Бакугана. Блять. Бакуган — это бесспорно неотъемлемая часть моего детства. Без него моя жизнь определенно была бы намного скучнее. Я познакомился со многими людьми и в реальной жизни, и в виртуальной. Открыл для себя целое новое комьюнити, которое худо-бедно, но живо до сих пор. Десятки или даже сотни незабываемых воспоминаний было получено за все эти годы, и все это благодаря Бакугану. Если вы вдруг не знаете, что это, то вкратце расскажу. «Отчаянные бойцы Бакуган» — это аниме или же мультсериал, выпущенный для продвижения одноименной настольной игры от Sega Toys и Spin Master, созданный TMS Entertainment. Sonic X, кстати, их рук дело. Транслировался мульт с 2007 по 2012 год, и за это время вышло 4 сезона. Суть мульта заключается в том, что на Земле в один прекрасный день пошел дождь из карт, в которых находились загадочные шарики, которые оживали при попадании на карту. И люди придумали новую потрясающую игру Бакуган. Суть игры заключается в сражениях между бакуганами с упором на стратегию, где важно читать ходы соперника и правильно выбирать, когда и какую карту использовать. Активировать карту способностей! Сверкающая проща! Не могу поверить! Этой способностью обладает только Богомол! Он может переносить противника на соседнюю карту! Он победил обоих! Если вам это напомнило покемонов, то ничего удивительного. Да и Бакуган — это не единственный подобный сериал. Всякие Мансуно, Бейблейды, Yu-Gi-Oh! Это все идейно похоже на Бакуган. Тем не менее, Бакугану в свое время удалось выделиться и обрести огромный успех, в том числе и в постсоветских странах. Итак, здравствуйте, с вами снова Макс, и сейчас мы заходим на Бакуган турнир. Бакуган New Троє. Поповни колекцію. Найновіші бакугани, карти воріт та здібностей. Зайди на сайт bakugan.com.ua. Сначала можно подумать, что это безликий мульт, созданный исключительно для продвижения игрушек, коим по сути является перезапуск 2018 года, но об этом, пожалуй, никогда. То, что он в первую очередь ориентирован на продажу мерча, это в принципе правда. Но если вы посмотрите первый, второй сезон, то вы поймете, что с сюжетом, анимацией и музыкой здесь все более чем неплохо. Переход к третьему сезону по сути являлся пиком франшизы на тот момент, когда в ней крутились самые большие бабки. В Макдональдсе была куча игрушек по третьему сезону. Запустили онлайн-игру Bakugan Dimensions, а для рекламных роликов не жалко было навалить CGI. Хотя сам третий сезон мне не так сильно запомнился, как предыдущие. Но все же его почитатели есть, и я могу их понять, ибо он был не таким уже плохим. А вот период четвертого сезона не просто так считается самой темной эрой в истории Бакугана. Линейка игрушек стала слишком перегруженной всякими отдельными фигурками миктоганов, разными обвесами для Бакугана в виде Бакунана, мобильных машин, а также... Bakugan, new Dragonoid Destroyer. A raging monster with 4 unique powers. Send him spinning with fury, launching Sky Raiders that soar through the air in a powerful surprise attack. And shooting down enemies with explosive missile. Ракеты, мать вашу! Мульт растерял свой шарм, и от прежнего Бакугана, который все любили, мало что осталось. А сами Бакуганы даже стали терять свою круглую форму. Все такие ухабистые и беспорядочные. Ими было банально неудобно играть. Хоть и в раскрытом виде они все равно выглядели офигенно. После череды неудачных решений, неудивительно, что Bakugan Dimensions был закрыт, а Spin Master вышли с заявлениями, что никакого пятого сезона не будет. В детстве я, скорее всего, отреагировал сугубо негативно на решение завершить Бакуган. И готов был лично ворваться в офис Спинмастера, лишь бы они этого не делали, подонки такие. Но глядя на четвертый сезон сейчас,
да и в целом на общее состояние Бакугана на момент конца 2011-го, становится ясно, что его понесло слишком не туда, и надо было бежать с тонущего корабля. Перезапуск был необходим. Не такой, но необходим. Но давайте вернемся в то время, когда с Бакуганом еще все было хорошо, а именно в 2009. Да, сделать сериал, который продвигал бы игрушки и приносил вам гору деньжищ, это вполне рабочая схема. А как насчет того, чтобы сделать видеоигру, которая продвигала бы и мульт, и мерч одновременно? Игра Bakugan Battle Brawlers была разработана Now Production и издана Activision. Вышла она на такие платформы, как PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii и Nintendo DS. Вы можете знать этих разработчиков по игре Sonic Riders, ну или по порту Sonic Adventure на ПК и GameCube. В крайнем же случае по игре про Джеки Чана на NES. Чтоб меня черти жарили. Что это за грузин? Сюжет в игре альтернативный. Он не является продолжением или предысторией сюжета первого сезона, поэтому некоторые события мульта и игры не совпадают. Начинается все со сцены с Хелджи и Нагой, где Хелджи говорит, что сфера безмолвия наконец готова и что теперь все Бакуганы будут принадлежать ему. Что это вообще за сфера безмолвия, не поясняется, и в мульте ее не было. Но скорее всего это что-то типа как зона безмолвия, но поменьше. Создание сферы безмолвия повлияло на измерение смерти, где несколько шаров слились воедино и образовался новый Бакуган. А на Земле тем временем все стабильно. Местные гопари-школьники Шуджи и Акира докапываются до нашего персонажа в парке. Да, здесь нам придется играть за своего собственного персонажа, которого нам дают создать в начале игры. Помимо настройки внешнего вида, нам еще придется выбрать нашу основную стихию. Я в своем прохождении выбрал стихию света Хаос. И вызывает, значит, Шуджи нашего персонажа на бой. А он новичок в Бакугане, еще даже всех правил не знает. Но тут появляется... Ген, Супермен, где твой минивэн? И заступается за нас. Ну и короче, все это подводка к начальному обучению. Игра представляет из себя некую пошаговую стратегию с элементами экшена. Это, наверное, самый удачный выбор жанра для игры по Бакугану. Но, тем не менее, игра не такая удачная, как хотелось бы. Но об этом позже. Правила игры очень сильно схожи с настолкой. У вас в арсенале 6 карт. 3 карты ворот и 3 карты способностей. Ну и 3 Бакугана. Карты ворот — это те карты, на которые Бакуганы становятся и раскрываются. А карты способностей можно использовать по ходу битвы, увеличивая с помощью них силу или меняя правила игры. В общем, все как надо. Выбирайте Бакугана и бросайте его. После того, как камера переключилась на Бакуган, вы можете им управлять. Даже если вы с первого раза не попали на карту, всегда можно развернуться и доехать туда, куда надо. Но в туториале особо не размахнешься, поэтому идем дальше. После победы над Шуджи он спешит свалить, но перед этим вкидывает пару слов про грядущий турнир, на котором он нас уж точно одолеет. Но нам для участия в турнире было бы неплохо заиметь себе нового крутого Бакугана. И во время очередной прогулки по парку начинает происходить что-то неладное. Из ниоткуда появляется тот самый Бакуган из измерения смерти, Леонайдас. Узнав о том, что в этом измерении у него будет возможность победить всех Бакуганов в соревнованиях, он становится нашим напарником. Если вы не в теме, то чуть ли не каждый персонаж Бакугана имеет своего напарника. Как правило, это Бакуган, который умеет говорить и который сильнее всех остальных базовых Бакуганов. И после этой заставки нас пускают в некий игровой хаб, где можно либо пойти на турнир, этим вы продвинетесь дальше по сюжету, пойти в парк, где вы можете опционально посражаться и повыполнять задания. Забегая наперед, парк абсолютно бесполезен, если вы не собираетесь проходить игру на 100%. Вы можете хоть за всю игру туда ни разу не зайти. Нужен парк для того, чтобы открывать всех недостающих Бакуганов и карты к ним. Ну и заодно формануть бабла. Но опять же, необходимости в этом нет. Пойти в магазин. Там вы, как ни странно, сможете закупиться Бакуганами и картами. В магазине все открывается постепенно, и на начальных этапах ассортимент там ни о чем. Но что интересно, так это то, что вы можете покупать Бакуганов любой стихии. Что вызывает резонный вопрос, а зачем мы вообще выбирали стихию в начале?
Все, что определяет ее выбор, это то, какой стихией будет Леонайдас. Ну и какого цвета у вас будет Баку под. И все. Последняя вкладка в хабе — это ваш дом. В доме можно настроить свою колоду, посмотреть свои персональные данные, коллекцию наград, сохраниться и получить подсказки по игре. Подсказки в игре вы, кстати, получаете от разных бойцов, и сделано это видео разговора с ними по видеосвязи, прямо как в мульте. А в персональных данных вы можете посмотреть свой рейтинг, тоже как в мульте. Довольно приятное внимание к деталям. Хотя рейтинг они могли сделать и поинтереснее, ибо в его повышении нет никакого челленджа. Под конец сюжетки вы железно будете на первом месте, особо не напрягаясь. Сделали бы лучше, чтобы даже после финальной миссии мы бы были где-то на месте 3-4, а первого можно было бы достичь только выполнять те самые задания в парке. Какая-никакая мотивация. Ну да ладно, чё я, к этим декорациям прицепился? В игре есть проблемы и посерьезнее. Первая и довольно большая проблема игры — это, как ни странно, геймплей. Когда ваш соперник попадает к вам на карту, закономерно начинается бой. Нам показывают пафосную анимацию появления бакуганов, которые по какой-то причине превратились только в начале битвы, а не когда попали на карту. Вам дают возможность использовать карту способностей. Начинается крутой музон и... Бои бакуган здесь это мини-игры. Или даже микроигры, где вам нужно на протяжении около 20 секунд заниматься какой-то ерундой. И по окончании игры вам показывают анимацию того, как один бакуган побеждает другого, и... это все. До этого момента от игры получаешь лишь положительные впечатления, но что за бред они сделали с боями? Когда играешь в Бакуган, хотелось бы увидеть такие же эпичные бои, как в мульте, а не это убожество. Бой! Активировать карту способностей «Огненный ветер». Это сработало? Снижение на 100 G. И здесь в пример мне бы хотелось поставить игру, которую эти же самые Now Productions сделают уже через год. Bakugan Defenders of the Core. Тоже игра по Бакугану, но уже по второму сезону мульта. И здесь сражения Бакуганов сделаны в виде, ни за что не поверите, сражений. Ну насколько же это лучше? Да, боевая система в этой игре тоже далеко не шедевральная, как и вся игра, но это несопоставимо лучше с тем, что было в Battle Brawlers'ах. Кстати, как вы могли заметить, я проходил версию для PlayStation 2, но я по сути ничего не потерял, ибо все остальные версии такие же. Графон на PS2, понятное дело, пострадал, но в целом больше никаких отличий нет. Или же есть? Для ответа на данный вопрос я сыграл во все версии игры, за исключением Xbox 360. И в версии для PlayStation 3 в управлении используется гироскоп и акселерометр. Раньше я думал, что движение используется только в мини-играх с тряской контроллера, но оно еще используется и в самом управлении Бакуганом. И это куда сложнее, чем на PlayStation 2. В PS2 версии вы, как обычно, управляете левым стиком. В этом нет абсолютно ничего сложного. А в PS3 за повороты влево и вправо, за прыжки, за ускорение и замедление отвечают акселерометр и гироскоп. И я, до сих пор не смог оседлать это управление. С ним ваша маневренность падает в разы, каждая ваша попытка подвигаться — это один сплошной поворот не туда. Помню, как в детстве смотрел геймплей на ютубе и не понимал, почему летсплейщики так туго управляют Бакуганом, или вообще падают в пропасть. Попасть на карту ведь несложно. Несложно в версии PlayStation 2, в то время как они мучились и страдали. В версии для Nintendo Wii все управление заточено на движение. Все так же наклоняйте контроллер туда-сюда, но мини-игры стали еще сложнее. Полностью была переработана так называемая Shooting Battle. На PlayStation и Xbox вам просто нужно направлять стик в сторону вашего значка стихии и нажимать правый триггер. А в Wii-версии эти значки хаотично и быстро появляются на экране, и вам нужно на них навестись и выстрелить. Не успевает мой мозг понять, где какие значки появились, как они уже назад улетают.
Версия для Xbox 360 по графике мало чем отличается от PlayStation 3. Но вот управление там как на PlayStation 2, ибо в Xbox-овский геймпад все эти новомодные штуки не завезли. Графика в PS2 версии хоть и порезана, но отвращения не вызывает. Хотя некоторые текстуры можно было не ушакаливать так сильно. А Wii-версия находится где-то между PS2 и PS3. Ну так вот, вернемся к игре. После того, как мы побеждаем Руну и Маруча на первом турнире, они выражают свою обеспокоенность насчет негативного поведения Леонайдаса и его жажды победить всех Бакуганов. Руна предлагает нам найти нового напарника, но мы не собираемся бросать своего друга. А вот Дэн на нашей стороне и предлагает лучше готовиться к следующему бою. Впереди нас ждет еще 5 турниров. Каждый из них относится к определенной стихии. И знаете, вся эта история с турнирами тоже довольно нелогичная. Сюжет здесь хоть и свой, но сеттинг тот же, что и в мульте. Мне вот, например, абсолютно непонятно полное отсутствие в сюжете зоны бесконечности. Если кто не в теме, в мире Бакуганов есть два мощнейших источника энергии, которые держат его в равновесии. Зона бесконечности – источник позитивной энергии, и зона безмолвия – источник негативной энергии. Зону безмолвия нам показывают еще в самой первой кат-сцене, в которой Нага с ней воссоединяется. Это же было и в мульте. Но вот в мульте была и зона бесконечности, которая после разрушения мира Бакуганов проникла в мир людей. И в аниме бойцы занимались ее поиском. А здесь это почему-то никого не волнует. Зато бойцы какого-то фига решили участвовать в этих самых турнирах. Чтобы что? Хелджи, Маска и в конце концов Нага еще не побеждены, а новый злодей игры в данном временном отрезке еще не появился. Все самые грозные антагонисты в сборе. Неужели больше нечем заняться? Можно предположить, что они эти турниры устраивают, чтобы победить и образумить приспешников Маски, таких как Клаус, Чен Ли, Хулио и так далее. Но нет, ни во время сюжета, ни после сюжета их поведение никак не изменится. На руке у них все еще будет бластер Маски, что говорит о том, что они на него по-прежнему работают. Да и сам Маска никуда не денется, и вы даже после прохождения игры сможете вызвать его на бой в парке. Я ничего не хочу сказать, но там как бы под угрозой существования вселенной. Мы тем временем начинаем подготовку к следующему турниру, который будет использовать уже другой тип игры. Team Battle, или же командная битва. Здесь уже сражается 4 игроков в командах по двое. Побеждает та команда, которая первая завоюет 3 карты ворот. Итак, Аквас турнир. Поле игры изменилось, но это не просто декорация. Теперь для Бакуганов появилось множество различных путей, где можно ездить, подпрыгивать и подлетать. А нужно это делать для того, чтобы собирать на поле различные бонусы. Это могут быть как бонусы, которые просто поднимают вашу силу, так и те, которые могут помешать вашим соперникам. Если подобрать такую карту, вы получите либо различного рода силовые поля для вашего Бакугана, либо эффекты, которые будут мешать вашим соперникам, которые ходят после вас. Например, Mirror. Эта карта отзеркаливает управление вашим соперником. Или же Confusion, который очень сильно деформирует картинку. Карты Confusion, кстати, нет в PS2 версии. Также существуют вот такие бонусы в виде многоугольников, попав в которые можно получить рандомный полезный эффект уже вам в арсенал, который вы сможете использовать во время битвы. Например, буст силы или же наоборот заморозка силы соперника. Все эти бонусы были созданы наверняка для того, чтобы разнообразить геймплей, сделать его более веселым и динамичным. Но лично я, да и не только я, считаю эти бонусы абсолютным мусором, который убивает и без того слабый стратегический элемент в игре. В первом сезоне мульта большой упор делается на тактику, в том числе и на то, Бакугана с какой силой выбрать. Но здесь вам на это абсолютно пофиг. Выбрать Бакугана сильнее, чем у соперника, или слабее. Да какая разница, ибо поездив по арене и пособирав бонусы, можно хоть в 2, а то и в 3 раза увеличить свою силу. В мульте и настолке довольно рискованно кидать Бакуган на карту ворот соперника, ибо никогда не знаешь, что он для тебя приготовил. Но опять же, здесь вам насрать. Базовый Саурус с начальной силой 180G после прокачки бонусами сможет уничтожить все на своем пути, в том числе и Бакугана напарника. Но даже если все пойдет не совсем по плану, и ваш уровень силы все же будет ниже, то это не значит, что вы проиграли. А знаете почему?
Потому что в этих самых микроиграх тоже увеличивается сила. А поскольку боты тупые и даже самый хардовый бот не сможет закончить микроигру без ошибок, вы, имея более низкий уровень силы, под конец микроигры окажетесь сильнее. Уровень силы вашего Бакугана взмывает до небес, и во время микроигры вы можете поднять свою силу до 1000 или даже 2000 G. И это снова грубое противоречие мульту, где Драго и Тигрера нам рассказывали, что Бакуган, который не эволюционировал, просто не способен справиться с такой огромной силой. Растет не только наша сила. Мы становимся опытнее и мудрее в бою. Как в защите, так и в нападении. Есть только одно «но». Некоторые бакуганы могут впитывать столько энергии, что их тела не выдерживают. И никто не знает, когда энергии будет слишком много. А что будет потом? К сожалению, это ведет к саморазрушению. Колоссальный идиотизм. Это отбивает какое-либо желание лишний раз сражаться. Проиграть здесь можно разве что имея гигантскую разницу в силе. Но даже на этом дисбаланс в игре не заканчивается. Здесь есть так называемая сфера атака. Если вы выберете силовой тип броска и со всей дури влетите в Бакугана соперника, вы не просто эффектно заявите о себе, но и еще снесете ему прилично так силы. Bakugan Brawl! Bakugan Stand! Sphere attack. Bakugan Brawl! Bakugan Stand! После успешного прохождения Аквас турнира нас впереди ждет, ни за что не угадайте, еще один турнир. И на этот раз нас снова ждет смена режима. На этот раз у нас королевская битва. Battle Royale! В королевской битве все так же участвуют 4 игрока, но уже не в командах. Каждый сам за себя. Победит тот, кто первый завоюет 3 карты ворот. После тренировки наш персонаж получает сообщение о том, что Драго проиграл какому-то неизвестному Бакугану. Дэн не может в это поверить. Леонайдес интересуется тем, кто это был, но пока что ничего не ясно. С момента нашего первого визита ассортимент в магазине пополнился, но также я не упомянул то, что здесь можно прокачивать Бакуганов. А именно их скорость, защиту от сфер атак, ускорение, выносливость, прыжок и начальную G-силу. Как правило, вы будете забивать на все пункты, кроме последнего. Перед боем объявляется Джули, которая подозревает, что это именно мы тогда победили Дэна и Драго. Ясен хер, что это были не мы, поэтому наш персонаж пойдет на турнир, победит, докажет свою невиновность и... Стартует Саптера турнир, и как обычно, ничего необычного. Геймплейно ничего не изменилось, только внешне. Все так же сражаемся, собираем бонусы и так далее. Единственное, что стоит отметить, это то, что на этом турнире я впервые почувствовал прирост сложности. Боты действительно стали более агрессивными, я даже умудрился проиграть. Но это больше из-за своей тупости, а не потому, что игра слишком сложная. И вот, после победы на Саптера турнире, откуда ни возьмись, появляется тот самый Бакуган, а вместе с ним и его владелец, Мардук. Это главный злодей игры. Он вызывает нас на бой, в котором мы, конечно же, побеждаем, как же еще. Бакуган Мардука, Владитор, чувствует, что Леонайдес особенный, что он из измерения смерти. Наш персонаж же узнает об этом впервые. Но Леонайдес признается, что хоть он и был негативен, но дружба с нами его изменила. Следующий турнир у нас в Вентус, поэтому не мудрено, что в коридоре на этот раз объявится Шун, который тоже считает нас с Леонайдесом мутными типами. Да, вы уже и без меня поняли, что вся игра завязана на долбанных турнирах и ничего другого здесь не будет. Поэтому, дабы скрасить скучное повествование, вернемся к дисбалансу. Если прокачать Бакугана до 5 уровня, вам станет доступен специальный бросок, который можно выполнить при заполнении шкалы. У каждой стихии этот бросок отличается. У Пайроса этот бросок нужен для усиленной сферы атаки. Бросок Акваса дает вам на этот ход бесконечную стамину. Можно сколько угодно кататься по полю, и энергия не закончится. Бросок Саптеры понижает силу всех близлежащих Бакуганов на 100 G. Бросок Вентуса служит неким магнитом, с ним куда легче собирать бонусы. Бросок Хаоса постоянно будет увеличивать вам силу. Чем дольше будете двигаться, тем больше удастся получить.
И бросок Даркуса забирает у всех близлежащих Бакуганов 40G и переводит их вам. Я по-прежнему остаюсь сторонником мнения, чтобы на силу нельзя было никак повлиять, кроме как картами. Ибо какая тогда нафиг стратегия? Сидишь, выбираешь подходящую карту и нужного Бакугана, вроде бы все нормально, а потом бац, прилетает Pyrus Strike и сносит тебе 300G. Ну чё это за бред? Также не могу не упомянуть то, что здесь можно мешать вашему оппоненту попасть на карту. Во время броска соперника, нажимая на правый триггер, вы выстреливаете в его Бакугана и чутка сбиваете его с курса. А если спамить этими выстрелами, то ваш соперник будет явно не в восторге. Ну да, зачем вообще играть по правилам, если можно просто загасить оппонента и не дать ему сделать ход? Ха-ха-ха! Главная победа! И неважно, как она досталась! Что? Не верю! Ладно. Под конец Вентус турнира объявляется никто иной, как Маска. И, конечно же, вызывает нас на бой. Что ж он еще мог сделать? И да, карта смерти и в целом механика отправления Бакуганом в измерение смерти отсутствует. Но оно и понятно, забирать вашего Бакугана навсегда было бы слишком жестко. Хотя Маска держит карту смерти в руках, но бой от этого никак не изменится. После поражения Маска, Хелджи и Нага предлагают Владитору присоединиться к ним и заключают уговор, что если Владитор победит отчаянных бойцов, он получит сферу безмолвия. Ну а у нас тем временем Pyrus турнир. Из интересного можно отметить, что на этой арене есть участки с лавой, которые понижают силу Бакуганов. Что странно, распространяется это и на Бакуганов огня, ибо... Набилаем! Не волнуйся, Дэн! Я ведь Бакуган стихии огня! Для меня упасть в реку с кипящей лавой все равно, что принять теплую ванну! Под конец турнира Дэн награждает нас званием отчаянного бойца, которое пообещал ранее. А еще там Мардук и Маска появятся, но, к превеликому удивлению, на бой они нас не вызывают, и мы просто идем обсуждать произошедшее. Бойцы в недоумении и не знают, что делать с Владитором, ибо он слишком силен. Руна же заявляет, что раз уж мы однажды победили Мардука, мы сможем сделать это еще раз. Про хаос турнир совсем уже нечего сказать, просто побеждаем всех оппонентов, пока не дойдем до Мардука. И нанеся ему очередное поражение, Хелджи возмущается тем, что Владитор не смог выполнить свою часть сделки по сфере безмолвия. Но тот решает пойти против правил и забрать сферу себе, дабы эволюционировать и теперь уж точно положить этому конец. Поле погружается в пространство измерения смерти, а все Бакуганы бойцов падают от бессилия. Но поскольку Леонайдас родился в измерении смерти, на него это не действует. И чтобы все закончить, Леонайдас тоже должен эволюционировать. Для этого все Бакуганы бойцов передают ему свою силу. With everyone's power, Vladitor, I will stop your evil plan now and forever! Ha 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 ha! Very well. Let's see who the real champion is now. Начинается последний бой. У нас в руке только один Бакуган, Омега Леонайдас. И нам предстоит сойтись в нелегкой битве с Battle Axe Владитором. Ну, про нелегкую битву он пошутил, ибо битва пипец какая легкая. После этого Владитор вынужден покинуть Мардука, точно так же, как и Леонайдас нас. Но мы не горюем, а наоборот горды за то, что были с ним напарниками. Ну и мы просто идем домой. И еще с собой Мардука захватим. И прогуливаясь в парке, в том же самом месте, где мы встретили Леонайдаса, опять происходит какая-то дичь. It can't be. Ну да, не мог же он нас покинуть навечно. Он сказал, что перед тем, как исчезнуть, Владитор передал ему остатки своей силы, что позволило ему вернуться. Возможно, Владитор был не таким уж и плохим. Это был пересказ сюжетки, а теперь я бы предпочел подробнее остановиться на других составляющих игры.
Про ущербность местных боев вы уже наслышаны, но похерили не только их. В игре есть не все бакуганы, которые были в первом сезоне, и как происходил их отбор, мне не ясно. Опять же, возможно, влияет фактор мерча. В игру не попали такие бакуганы, как Лемилус, Сфинкс, Боевая пчела, Гремучая змея, Ворон, Элькондор, Бивень, Силач, Оборотень, Червь и... удар в самое сердце, Мантрис. Насчет последнего мне особенно непонятно, ибо это один из главных второстепенных бакуганов, который часто появляется в мульте с самой первой серии. Зато в игру попал такой бакуган, как Лазер, который появлялся ощутимо реже Мантриса. Самое интересное, что в эксклюзивном издании V-версии для сети американских магазинов Toys R Us добавили Сфинкса и Ворона. А на обычной версии с помощью чит-кода можно получить бронзовую версию Силача. Эти же бакуганы есть и в DS-версии. Немного странно, но прикольно, что их хотя бы так добавили. К слову о версии на DS. В этом видео я ее подробно разбирать не буду, но все же считаю, что она заслуживает внимания. Ибо это, на удивление, очень качественный демейк оригинала. Обычно на DS выходят совершенно другие игры и близко не дотягивающие до большой версии, но не в случае Бакугана. Все основные механики игры перенесены без особых потерь. Графика, как для DS, вполне себе неплохая. Вся игра выполнена в 3D. Точно так же катите Бакуган, точно так же сражаетесь с помощью мини-игр, точно такой же хаб, точно такой же сюжет, даже подобие кат-сцен завезли. Defenders of the Core, кстати, тоже портировали на DS и тоже почти без потерь. Абсолютно такая же игра, только графика похуже. Мое почтение. Ну так вот, выбор бакуганов в принципе неплохой, чего не скажешь о картах. Да, количественно их много, но разнообразие очень скудное. Многие карты по свойствам практически одинаковые или вообще полные копии. Тактических карт тоже мизерное количество, они все скучные. Тотальное большинство карт имеет лишь один эффект – увеличение силы. Невероятно. И раз уж речь зашла о разнообразии, мне бы хотелось покритиковать всю игру за то, что здесь абсолютно нет никакой разницы, за какую стихию вы будете играть. Многие бакуганы, за исключением напарников, дублируются во всех остальных стихиях. Естественно, по свойствам они одинаковые. Да, в мульте тоже одинаковые бакуганы появлялись в разных стихиях, но это не значит, что они играются одинаково. Ибо в аниме у каждой стихии есть свои уникальные способности. Их визитные карточки, что называется. У стихии воды, к примеру, была способность волшебного погружения, которая позволяла перемещаться Бакугану с карты на карту. А Вентус мог сдуть врага с поля. А здесь что? Почти все карты практически не отличаются в зависимости от стихии. Например, вот есть карта, которая прибавляет 100 G Бакугану стихии огня. Весьма неплохо. Но вот только карта с ровно таким же эффектом есть и для других стихий. Та же фигня со способностями напарников. Все они одинаковые. Добавляют 200 или 400 G в зависимости от эволюций. Хотя в мульте эти карты не были одинаковыми. И что мы получаем на выходе? Бакуганы, которые в зависимости от стихии не выделяются уникальными свойствами. Карты, имеющие одинаковые эффекты. И какая тогда разница, какую стихию выбрать? А никакой. Просто бери ту, которая по цвету больше нравится. Кстати говоря о цвете. Если вы вдруг фанат стихии ветра, то вы не сможете выбрать зеленый цвет одежды, ибо его тут попросту нет. Для всех остальных стихий сделали соответствующие цвета, а про Вентус забыли. Ну камон, чуваки, это же совсем не серьезно, даже я могу это сделать. И этот существенный минус игры, имеется в виду убитый стратегический элемент, как мне кажется, вытекает из того, что игра вынуждена опираться в первую очередь не на аниме, а на настолку. Которая, будем честны, проигрывает мульту в плане интересности правил. Нет, вы не поймите меня неправильно, я люблю настольный Бакуган, да и к тому же, в настолке было куда больше интересных и обескураживающих карт, а в игру перекочевали только самые дебильные и примитивные. Винить разрабов в этом, скорее всего, не имеет смысла, ибо карты это прежде всего мерч, а уже потом игровой элемент. И все мы прекрасно знаем, какой плачевный итог может ждать игр, которые сначала преследуют маркетинговые интересы, а качество самой игры это уже как-нибудь потом. Те люди, которые были ответственны за список карт, которые должны появиться в игре, вероятно срать хотели на то, что ими неинтересно играть.
Мне кажется, это тот случай, когда игра попала в руки к толковым людям, которые действительно старались, глядя на качество графики, анимации и саундтрека. Да, саундтрек здесь офигенный. Вы его уже много раз слышали на протяжении видео. Из этой игры могло получиться даже что-то годное. Не будь это игра по лицензии. А уж тем более, не будь это игра по лицензии по франшизе бабла с игрушек. По трейлеру игры видно, как изначально карта игры выглядела под стать мульту. А в финальном варианте ее заменили на какую-то убогую адаптированную под настолку версию. Куда ни посмотри, каждый сантиметр этой игры пытается впарить тебе мерч. Даже стандартная арена выглядит ровно так же, как ее аналог из настолки. Чтобы ребенок, который поиграл в эту игру, потом попросил родителей купить ему такую же, но игрушечную. Ну да. Хотя аутентичное поле игры, как в аниме, тоже добавили в игру. Правда, открывается оно уже после прохождения сюжетки, когда оно уже вам нахер не нужно. А вот в DS-версии оно доступно с самого начала. Если бы настолки не существовало, и игра бы делалась исключительно по мульту, не преследуя цели продать больше пластиковых шариков, поверьте, это была бы другая игра. Куда более интересная игра. Помимо story мода, в игре есть еще режим Battle арены, что круто. Сделать режим для игры с друзьями вплоть до 4 игроков было хорошей идеей, но как там дела с реализацией? Во-первых, здесь помимо основных персонажей можно загрузить вашего созданного и играть за него, что круто. Но было бы еще круче, если бы второй игрок тоже мог загрузить своего персонажа. Но представьте, у вас обоих есть ваши уникальные персонажи со своей индивидуально подобранной колодой карт и бакуганами. У каждого из вас есть какие-то заготовки, и сейчас вы вдвоем их проявите в бою. Ну круто же! Но второго персонажа нельзя загрузить. Во-вторых, ну фиг с этими созданными персонажами. Главное, что основные есть, и ими можно полноценно играть. Но как бы не совсем. Колоды карт и бакуганы здесь подобраны заранее. У каждого персонажа есть по 6 заготовок, которые можно выбрать. Но свою заготовку создать нельзя, что просто офигеть как сковывает вас. Здесь они также разделены по крутости, от фиговых до хороших. Сейчас я вам объясню, почему отсутствие возможности создать свою заготовку – это плохо. Есть, например, у Дэна карта способности пересечения Пайреса и Септеры. В таком случае, если противник играет за Септеру, Бакуган Дэна получит 100G. И вот захотели вы сыграть классический бой между Дэном и Маской. Но ведь Маска не играет за Септеру, а за Даркус. Соответственно, эта карта становится бесполезной, и вы будете в меньшинстве на одну карту. В такой ситуации было бы логично дать заменить неподходящую позицию, к примеру, на карту Fire Menace, которая позволяет получить 150G Бакуганом Пайреса и Септеры, если бой происходит на карте ворот соперника. В таком случае Бакуган Дэна все же сможет при определенных обстоятельствах увеличить свою силу. Но возможности замены просто нет. Это огромное упущение. Я бы даже сказал гигантское. Да, есть 6 заготовленных колод, в которых возможно найдется та конфигурация, которая вам подходит. Но также в этих заготовках бакуганы тоже отличаются. Мне вот, например, нравится набор карт в 4-й заготовке. Там и эта самая карта Fire Menace есть. Но вот бакуганы еще изначальной стадии игры, и они ощутимо слабее по сравнению с 6-й заготовкой. И поменять их тоже ясен хер нельзя. Им же несложно это сделать. В сюжетном режиме колода карт именно так и настраивается. Вы можете выбрать любую карту и любого бакугана, который у вас уже куплен. Так почему бы здесь не сделать то же самое? Все карты в игре есть, ничего нового придумывать не надо. Но этого нет. Это же все-таки режим для веселья, для игры в компании. Это была бы маленькая, но очень важная деталь. А еще это увеличило бы реиграбельность этого режима в разы. Ибо имеющиеся заготовки вы со временем заучите и будете знать, у кого какие карты и бакуганы. А с возможностью настроить колоду, этот режим еще долго не надоедал бы. И на фоне всех этих неприятных минусов данного режима всплывает еще один, похоронный, присущий только версии для PlayStation 2. Играть вчетвером нельзя. Максимум можно 2 игрока и 2 бота. Возникает справедливый вопрос, почему? На PS2 же есть возможность подключить мультитап и играть большой компанией. Почему они это не сделали? Взять, к примеру, тот же SpongeBob Светкамера штаны. Я бы мог предположить, что поддержку мультитапа не добавили, потому что его банально могли снять с производства, и к 2009 году он уже был никому не нужен.
Но произведя акт факт-чекинга, я смог понять, что игры, поддерживающие мультитап, выходили задолго после релиза PlayStation 3, а последняя игра так и вовсе вышла в 2011. Поэтому логического объяснения отсутствия возможности играть вчетвером у меня нет. Если, конечно, фраза «порт говно» не является сама по себе логическим объяснением. Но вы знаете, эта игра могла стать куда лучше и без всех этих моих космических требований. Я вам даже больше скажу, в игру для этого не придется ничего добавлять, а наоборот вырезать некоторые вещи. Убрать любые типы бонусов, которые влияют на силу Бакугана. Это дисбаланс. Убрать сфер атаки. Либо оставить их, но только для красоты. На силу Бакугана они не должны влиять. Да и в аниме что-то подобное было. Убрать эти чертовы мини-игры, которые влияют на силу. Сделать, чтобы после использования всех карт бой просто завершался в пользу того, кто был сильнее. При таком раскладе тактический элемент в игре существенно возрастает. Ты действительно начинаешь продумывать ходы, думать, куда лучше кинуть Бакугана, рисковать или нет, ибо понимаешь, что увеличить силу получится только картами, и даже отставая хотя бы на 10G, исправить ситуацию обосранными микроиграми ты уже не сможешь. А карт всего 3. Если, к примеру, в битве тебе для победы нужно использовать больше, чем одну карту способностей, то лучше специально проиграть и приберечь эти карты на потом. Мы с другом этой системы боев смогли достичь и без каких-либо модификаций игры. Наличие бонусов мы исключили, ибо играли на стандартной арене без них. Сфер атаку не использовали, а на моментах с мини-играми просто ничего не трогали, чтобы разность в силе осталась такой же. Так было запланировано? Нет. Играть стало действительно интереснее и вдумчивее. Именно такой геймплей должен быть в игре по первому сезону Бакугана. Да, эта игра далеко не шедевральная. Но хоть и весь обзор критиковал игру, я не считаю ее такой же плохой. А как игра по Бакугану, она и вовсе, возможно, самая лучшая. То, что ждет игры по Бакугану в будущем, лучше забыть навсегда. А в отчаянных бойцов когда-никогда бывает приятно вернуться. В детстве я мог только мечтать об этой игре, будучи фанатом Бакугана, у которого из игровых систем был только ПК. И это не первый случай, когда недоступная мне игра по итогу оказалась и близко не такой крутой, как я себе представлял. Даже спустя столько лет я остаюсь фанатом Бакугана. И будучи им, мне было сложно не заметить все эти грубейшие косяки. Но при всем при этом, стоит не забывать, что это игра по лицензии. И держа этот факт в голове, можно сделать вывод, что со своей функцией она не так уж и плохо справилась. Зайдет игра только фанатам серии. Если вы не знакомы с Бакуганом и просто искали во что поиграть, вас она совершенно точно не впечатлит. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось вже у 2023 році. Напевно.